Привет всем, Арми! Если вы обратили внимание на последние фотографии, которыми Тэхён поделился в своем Инстаграм, то заметили несколько моментов, привлекших внимание фанатов из-за многочисленных сходств. Изначально я решила не снимать об этом видео, но в день публикации фотографий, а затем и несколько дней спустя, 15 февраля 2026 года, после того, как официальный аккаунт BTS в Instagram поделился видео с участниками группы в качестве подарка ко Дню Святого Валентина, я почувствовала, что кое-что прояснилось, что-то, что Тэхён, вероятно, хотел передать за несколько дней до этого, не говоря об этом напрямую. Присмотревшись внимательнее, многие фанаты заметили, что рука, держащая одни из очков, похожа на руку Тэхёна. Это еще более логично, потому что он также опубликовал фотографию, сделанную кем-то другим, где он одет точно так же, создавая впечатление, что он проводит время с кем-то, как будто наслаждается непринужденной прогулкой по Сеулу. Однако можно рассмотреть и другую возможность. Тэхён мог пойти поесть уличной еды со своим менеджером после посещения выставки в первый день, так как одежда, которую он носил, выглядела идентично той, в которой он был на мероприятии. Поэтому я не могу быть уверена, что человек, держащий другой стакан, это Чингук. Все указывает на то, что его сопровождал менеджер, которого он всегда считал близким другом. Однако эти фотографии, похоже, сделаны не в тот день, когда Тэхёна видели ночным снегопадом в Сеуле. Тот момент кажется более особенным, вероятно, в декабре. На одной фотографии Тэхён стоит спиной к камере, а кто-то снимает его сзади. Затем, на другой, тот же человек, кажется, снимает с другого ракурса, даже, по-видимому, сверху, как раз в тот момент, когда Тэхён делает вид, что поднимается по лестнице. Эта деталь делает все это более личным, более интимным и продуманным. Если вы все еще задаетесь вопросом, почему я все еще думаю, что Чингук мог быть с ним в тот момент, обратите внимание, что на обеих фотографиях небо серое, кажется, идет снег. Эта деталь является ключевой для теории, поскольку она напоминает то, чем Тэхён делился ранее. 15 февраля официальный аккаунт BTS загрузил видео, демонстрирующее различные моменты с участием участников. В одном из роликов Тэхёна снимает кто-то. Хотя он также снимает человека, который находится с ним, за ним отчетливо видна башня Намсан, и что наиболее поразительно, на нем точно такая же одежда, как на фотографии в Instagram от 7 февраля. Это не означает, что все эти моменты произошли в один и тот же день. Но это предполагает, что они могут быть из одного и того же периода, возможно, в декабре, когда выпал первый снег. Ранее, 8 декабря, я обсуждала теорию о том, что Тэхён и Чингук могут вместе увидеть первый снегопад в Сеуле 4 декабря 2025 года. В том видео я также говорила, что если бы Тэхён хотел что-то передать, он сделал бы это по-своему, без прямых объяснений. Теперь, видя все эти взаимосвязанные детали, все это кажется молчаливым признанием, чем-то, что всегда было рядом, просто ждало своего воплощения. 4 декабря Тэхён опубликовал пост о том, что он наблюдал первый снегопад в Сеуле возле китайского ресторана в Итэвоне. Несколько дней спустя фанаты заметили, что это место находится примерно в 10 минутах ходьбы от дома Чингука. Это, естественно, вызвало много вопросов, хотя официального подтверждения все еще не было. Стоит отметить, что первый снегопад в Корее имеет большое культурное значение, он часто ассоциируется с особыми моментами и надеждой. Многие считают его символом начала зимы и романтической атмосферы. Однако у каждого человека может быть своя интерпретация. Упомянутое место, Кёниденгиль, современная холмистая улица в районе Итэвон, откуда также видна башня Намсан. Именно эта деталь заставляет некоторых людей считать, что эти два момента связаны. Однако это всего лишь личные интерпретации, основанные на визуальном сходстве, а не утверждение фактов. Важно уважать их частную жизнь и не делать поспешных выводов. В конечном итоге, возможно, Тэхён пытался что-то тонко передать. Или, возможно, все это просто череда, казалось бы, связанных совпадений, каждый волен судить со своей точки зрения. Время покажет, а может и нет. И если однажды они решат поделиться своими историями, они, безусловно, сделают это так, как им будет комфортно. До тех пор все, что мы можем сделать, это ценить их работу, поддерживать их деятельность и наслаждаться моментами, которые они разделяют, не переступая границ.
Потому что, что бы ни произошло той ночью под первым снегопадом в Сеуле, этот момент остается частью их личной жизни, и он заслуживает уважения. И именно в этом и заключается красота всего этого. Не в уверенности, не в признании, не в ясных ответах, а в маленьких деталях, которые заставляют многих людей чувствовать связь, словно они являются свидетелями фрагмента момента, разделенного без слов. Потому что, если мы будем внимательны, у Тэхёна всегда есть уникальный способ самовыражения. Он не всегда объясняет свой смысл напрямую. Иногда он просто делится атмосферой, цветом неба, фрагментом дороги, тенью человека или просто следами на снегу, и отсюда начинают расти интерпретации. Также и с Чингуком он часто делится простыми вещами, портретом руки, уголком неба, силуэтом города, без длинного повествования, но именно эта простота заставляет многих людей чувствовать, что за этим кроется история. Однако важно помнить, все, что мы видим, остается лишь небольшой частью их жизни. Нас там не было, мы не знаем, какие разговоры происходили, мы не знаем, кто на самом деле стоял за камерой, и мы не знаем истинной причины каждой публикации. Теории могут казаться правдоподобными, детали могут казаться связанными, время и место могут казаться близкими, но все же, без прямого подтверждения, все остается в области возможностей, а не уверенности. И, возможно, так и должно быть. Потому что не каждый момент нужно объявлять, не каждое совместное времяпрепровождение нужно объяснять, не каждое счастье нужно выставлять на показ, чтобы быть настоящим. Иногда самые искренние моменты остаются в молчании. Если правда, что они разделили мгновение под первым снегом, то это теплое воспоминание. Если же это окажется просто совпадением, которое, кажется, пересеклось, то это все равно прекрасно как часть жизненного пути каждого человека. Как фанаты мы можем наблюдать, анализировать, строить теории, если будем уважать границы. Потому что, в конце концов, самое важное – не доказывать, кто с кем, оценить их творчество, их путь и их рост как личностей. Первый снегопад всегда выпадает каждый год, но момент, запечатленный в нем, всегда разный, и, возможно, в этом и заключается истинный символ. Дело не в том, кто стоит рядом с кем, а в том, как человек решает запечатлеть этот момент. Будь то дружба, единение, самоанализ или просто наслаждение сменой времен года, только они сами знают. И, может быть, однажды в интервью, в песне, в легкой истории, или, может быть, никогда мы получим часть ответа, или, может быть, просто улыбнемся, потому что стали свидетелями этого момента издалека. А до тех пор пусть все идет своим чередом, пусть каждый пост будет таким, какой он есть, без давления, без требований.